Всем привет, дорогие друзья! Изначально самыми мощными двигателями являлись рядные четверки. Однако из-за их большой ширины были придуманы двигатели V4, которые сочетают в себе как высокую производительность, так и компактность. Плюс бонусом идет лучшее сцепление заднего колеса с асфальтом при резком открытии газа. Однако эти двигатели сейчас не так популярны у мотопроизводителей из-за стоимости производства, потому что здесь используются два блока цилиндров, а следовательно и две головки и два впуска. Поэтому сейчас больше всего моделей с такими моторами производит мало кому доступный бренд Ducati. В сегодняшнем выпуске я представляю вашему вниманию десятку самых мощных мотоциклов с V4. И открывает его недавняя новинка Ducati Diavel V4, которая оснащается двигателем V4 Gran Turismo объемом 1158 кубических сантиметров. Он по сути является производным от Street Fighter V4. Двигатель выдает 168 лошадиных сил и 126 ньютон-метров крутящего момента. Разгон от 0 до сотни около 3 секунд. Снаряженная масса мотоцикла 236 кг. Средний заявленный расход топлива 6,4 литра на 100 км. Бак вмещает 20 литров топлива. Официальная цена в Италии от 26,5 тысяч евро. Этот же двигатель ставится на линейку мотоциклов Ducati Multistrada V4. Вне зависимости от версии, здесь 1158-кубовая V-образная четверка производит уже 170 лошадиных сил и 125 ньютон-метров крутящего момента. Самая доступная обычная версия Multistrada V4 стоит сейчас у себя на родине минимум 19 990 евро. Как любят указывать итальянцы, сухая масса мотоцикла 215 кг. Бак вмещает серьезные 22 литра топлива. Средний расход заявлен в 6,5 литров на 100 км. Навороченная версия Ducati Multistrada V4S стоит уже на официальном итальянском сайте минимум 23 990 евро. Самый же дорогой является Ducati Multistrada V4 Picos Peak, за которую в Италии уже просят минимум 31 290 евро. Этот мотоцикл был разработан, чтобы довести спортивные качества Multistrada V4S до предела. Здесь уже алюминиевые кованые 17-дюймовые диски Marchesini со спортивными шинами Pirelli Diablo Rosso. Вместо обычного установлен консольный маятник, появилась электронная подвеска Öhlins и новый спортивный режим. Выхлопная система стоит уже, естественно, Akrapovic. Далее по мощности у нас идет спорттурист Honda VFR 1200F, который появился в 2010 году. Мотоцикл имел специально разработанный четырехцилиндровый V-образный двигатель жидкостного охлаждения объемом 1237 кубических сантиметров, который выдавал 173 лошадиные силы и 129 ньютон-метров крутящего момента. А угол развала цилиндров здесь не привычный 90, а 76 градусов. При снаряженной массе в 268 кг до 100 VFR 1200F разгоняется около 3 секунд. Максимальная скорость 260 км в час. Бак вмещает 19 литров топлива. Также предлагалась и версия с автоматической коробкой передач DCT. Мотоцикл практически без изменений был снят с производства в 2016 году. На седьмом месте апреля Tuono V4 Factory 1100, которая на итальянском официальном сайте стоит от 20 тысяч евро. Этот Naked создан на базе спортивного RSV4 с своеобразной четверкой объемом 1077 кубических сантиметров, которая в этом случае выдает 175 лошадиных сил и 121 ньютон-метр крутящего момента. От 0 до сотни Tuono телепортируется за 2,9 секунды. Максимальная скорость составляет 280 км в час.
При появлении в 2008 году этот мотоцикл просто разорвал всех своих конкурентов. Речь, конечно же, идет о знаменитом Yamaha VMAX 1700. Его сердцем является четырехцилиндровый V-образный двигатель жидкостного охлаждения с развалом цилиндров 65 градусов и объемом 1679 кубических сантиметров. Он выдает 200 лошадиных сил и 167 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни Muscle Bike разгоняется за 2,7 секунды, при том, что его снаряженная масса составляет 310 кг, а максимальная скорость ограничена на отметке около 230 км в час. Однако, если снять все ограничения, то VMAX способен удивить максималкой под 300 км в час. Средний заявленный расход топлива 8 литров на 100 км. Из-за ужесточения экологических норм модель была снята с производства в 2020 году. На пятом месте Ducati Desmosedici RR. Этот мотоцикл был выпущен в период с 2007 по 2008 год, ограниченной партией в 1500 штук, и является копией гоночного байка MotoGP, на котором Лорис Капироси и Сетежа Бернау соревновались в чемпионате мира 2006 года. Его V-образная, если быть точнее L-образная четверка объемом 989 кубических сантиметров выдавала сумасшедшие для тех лет 200 лошадиных сил, почти на 14 тысячах оборотов в минуту, и 116 ньютон-метров крутящего момента на 10,5 тысячах. Разгон от 0 до сотни занимает 3 секунды, максимальная скорость 302 км в час. Масса указана в сухом состоянии 171 кг. Бак вмещает 15 литров топлива. Этот мотоцикл раскупили по цене в 72,5 тысячи долларов. На четвертом месте мощнейший уличный боец Ducati Street Fighter V4, который имеет 3 версии. Все они оснащаются 1103-кубовой V-образной четверкой, которая выдает 208 лошадиных сил и 123 ньютон-метра крутящего момента. От 0 до сотни горячий Naked разгоняется около 3 секунд, максимальная скорость около 300 км в час. Базовый Ducati Street Fighter V4 стоит сейчас 22 990 евро. В сниженном состоянии мотоцикл весит 201,5 кг. Бак вмещает 17 литров топлива. Кушает мотоцикл по заявлению производителя 7,6 литра на 100 км. Продвинутая версия S с весом в боевом состоянии 197,5 кг стоит сейчас минимум 25 890 евро.
На третьем месте ныне самый большой спортбайк итальянской компании Ducati Panigale V4, который стал первым серийным мотоциклом Ducati с четырехцилиндровым двигателем. Именно его раздели для версии Street Fighter V4. Здесь 1103-кубовая V-образная четверка с обратным вращением коленвала выдает уже 215 лошадиных сил и 124 ньютон-метра крутящего момента. Максимальная скорость супербайка свыше 300 км в час. Разгон от 0 до сотни производитель не указывает, но явно он не более 3 секунд. Сниженная масса 198,5 кг. Бак вмещает 17 литров топлива. Цена на официальном итальянском сайте 23 800 евро, а за навороченную версию S просят 28 800 евро. На втором месте Aprilia RSV4 1100 Factory. Супербайк оснащается 1999-кубовой V-образной четверкой, которая выдает 217 лошадиных сил и 125 ньютон-метров крутящего момента. Сниженная масса мотоцикла 202 кг. От 0 до сотни байк разгоняется около 3 секунд. Максимальная скорость свыше 300 км в час. Средний заявленный расход топлива 6,9 литра на 100 км. Бак вмещает 18 литров топлива. Цена на данный момент за новый мотоцикл 26 тысяч евро. Базовая версия Aprilia RSV4 1100 стоит от 21 тысячи евро. Ну и на первом месте, конечно же, Ducati со своим самым мощным детищем Ducati Panigale V4R. Он является самым мощным серийным мотоциклом с атмосферным двигателем, за который просят сейчас в Италии минимум 44 тысячи евро. Здесь установлена 998-кубовая V-образная четверка, которая выдает аж 221 лошадиную силу и 112 ньютон-метров крутящего момента. Сухая масса мотоцикла всего 172 кг. Разгон до сотни занимает менее 3 секунд. Максимальная скорость около 330 км в час. А если вам этого мало, то при установке полного гоночного выхлопа Ducati Performance Akrapovic и заливки специального гоночного масла, которое дает прирост 3,5 лошадиные силы, производитель обещает увеличить мощность до 240 лошадиных сил, что даже превосходит базовые 234 лошадиные силы версии Superleggera.